Олени, чум, бескрайняя тундра и никакой цивилизации. Так обычно представляют себе жизнь на Крайнем Севере те, кто никогда здесь не был. Однако современные оленеводы отличаются от своих предков. Да, они сохранили традиционный уклад жизни, но от некоторых достижений прогресса не стали отказываться. Например, они используют генераторы, мобильные телефоны, интернет и снегоходы. Надежный снегоход в тундре – это не способ получить экстремальные впечатления, а настоящий друг и помощник. В зимнее время оленеводы с его помощью пасут стада. Как изобрели снегоход? Чем его заправляют в тундре? Какой лучше выдержит условия Крайнего Севера? Зачем консервировать снегоходы и нужно ли их регистрировать? В этом видео мы расскажем, какой техникой пользуются оленеводы в наши дни. Снегоход – это транспортное средство для передвижения по снегу. К созданию такой техники в Советском Союзе приступили в конце 50-х, начале 60-х годов. Первыми предшественниками современных снегоходов были аэросани и мотонарты. Однако в массовое производство эти разработки не пошли. В то же время канадский изобретатель и основатель собственной фирмы Жозеф Арман Бомбардье запустил в серию первый настоящий снегоход – транспорт с легкими шасси, рассчитанный на 1-2 человек. В 70-х годах 6 таких образцов привезли на выставку в Москву. 3 из них были куплены советской стороной, и на заводе «Рыбинские моторы» приступили к созданию аналогичного отечественного транспорта. В марте 1971 года провели испытания первого снегохода «Буран». На него установили мотор от мотоцикла Иш Юпитер-3, но выяснилось, что он не подходит по целому ряду причин, в том числе из-за небольшой мощности – всего 18 лошадиных сил. В декабре появился «Буран» с обновленным двигателем мощностью 27 лошадиных сил. Он прошел испытания, и в 1973 году снегоход запустили в серийное производство. С тех пор конструкция «Бурана» неоднократно дорабатывалась, но кардинально не менялась. В 1982 году его модифицировали и создали снегоход «Барс». Он предназначался специально для военных и отличался наличием фароискателя и места под рацию. Чтобы в более теплую погоду мотор «Бурана» не перегревался, владельцы часто снимали капот, а вместе с ним и фару. Изобретатели учли этот момент и в 1986 году создали доработанную версию «Арктика». На ней фару разместили повыше и отдельно от капота. Правда, серийная версия этого снегохода была готова только к 1990 году. Зато ее снабдили новым мотором мощностью в 33 лошадиные силы, что обеспечило аппарату лучшую проходимость. «Буран» был особенно популярен в условиях Крайнего Севера. Он одинаково хорошо проходил по глубокому снегу и редколесью. Мог тащить за собой более 250 килограммов груза, легко запускался даже при низких температурах и был неприхотлив в обслуживании. Из минусов «Бурана» плохая звукоизоляция моторного отсека, а также далекая от идеала маневренность и управляемость. Кроме того, его нужно было регулярно чинить. Чаще всего возникали проблемы с электрозажиганием, бензонасосом и ручным стартером. Тем не менее, «Буран» стал народным снегоходом. Его также используют для прокладки лыжных трасс перед соревнованиями, а укатанную с его помощью дорогу называют «буранкой». И сегодня в тундре можно встретить оленевода на «Буране». Помимо этой техники используются отечественные «Тайга» и «Рысь», а также зарубежные Arctic Cat, Yamaha, Scandic. Наибольшей популярностью пользуется Yamaha VK540. Это простой и надежный снегоход. Он оснащен 535-кубовым двигателем двухтактного типа, который быстро стартует в самый лютый мороз. При выборе снегохода важно определиться, как вы планируете его использовать. Для развлечений с семьей или друзьями лучше взять туристическую модель. Обычно это быстрые, удобные, вместительные и в то же время безопасные снегоходы. Они подойдут для езды по лесу и по глубокому снегу. Именно такие снегоходы подходят новичкам. На севере же главное в снегоходе – это хорошая проходимость. Поэтому отдают предпочтение утилитарным моделям. Утилитарная техника отличается большой стойкостью и выдерживает серьезные нагрузки в суровых условиях. Часто это идет в ущерб скоростным показателям, но в них и нет необходимости. Как правило, максимальная скорость утилитарного снегохода не превышает 120 км в час. Обычно выбирают модели с большим топливным баком и телескопической подвеской. Она менее маневренна, но более надежна по сравнению с рычажной. Это важно, ведь под слоем снега могут скрываться различные препятствия. Помимо оленеводов, такую технику также используют рыбаки и охотники. В таком случае обязательно обращают внимание на расход топлива и уровень шума, чтобы и то, и другое было поменьше. Для управления снегоходом нужны права категории А1. Как и любой другой транспорт, его необходимо зарегистрировать в Гостехнадзоре в течение 10 дней после покупки. Затем достаточно проходить техосмотр раз в год. Летом снегоход консервируют.
Очищают от загрязнений, сливают остатки топлива, смазывают подвески и покрывают специальным составом консервантом. Это необходимо сделать, чтобы снегоход не покрылся ржавчиной и был как новенький к зимнему сезону. Интересно, что в редких случаях оленеводы могут продолжать ездить на снегоходе и летом. Для такого передвижения используют в основном старый транспорт, который могут заправлять конденсатом или плохим бензином. Топливом всегда запасаются впрок. Заправочных станций в тундре нет, и бензин можно купить только в поселках или факториях, перевалочных пунктах. В них расположены баня, склад, медпункт, кочевые образовательные учреждения и магазин с товарами первой необходимости. Здесь же продают и топливо. Средний снегоход стоит от 1 000 000 рублей. Деньги на технику зарабатывают разведением оленей. Местные жители продают не только ценное мясо, но и рога, панты и шкуры. Это приносит основной доход. Кроме того, в разных регионах есть поддержка от местных властей. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе выдают гранты для семейно-родовых общин. Эти деньги можно потратить на покупку необходимой техники – лодок, квадроциклов и снегоходов. А еще снегоход можно выиграть на национальном празднике День оленевода. Он проводится ежегодно и длится несколько дней. На празднике проходят состязания, за победу в которых вручают ценный приз. Современные северяне обогревают чум печкой, ездят на снегоходах и нартах, пользуются интернетом и верят в существование мира добрых и злых духов. Достижения цивилизации не заставили их забыть наследие предков. Наоборот, многие дети после учебы в городах возвращаются обратно в тундру, чтобы продолжить дело отцов, кочевать со стадом оленей и сохранить уникальную культуру, что заставляет их променять комфортный офис и благоустроенные кварталы на снежные просторы. Глядя на них, кажется, что мы что-то упускаем в своей цивилизованной жизни. Что если в вечной гонке за успехом жители мегаполисов забыли, для чего вообще они это делают? Тогда нам наверняка есть чему поучиться у северного народа. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и оставьте комментарий. А также подпишитесь на канал Ямал Медиа, чтобы узнать больше полезного.